Начиная разговор об отечественном искусстве пиротехники, как правило, все исследователи вспоминают высказывание английского путешественника Натаниэля Рексела об убранстве и иллюминации Петерговского парка в 1774 году. Рексел тогда сказал: «Иллюминация превосходила все, которые я до сих пор видывал». В устройстве иллюминаций, как и фейерверков всевозможных родов, русские перещеголяли все европейские народы. Историк искусства и коллекционер Дмитрий Равинский также отметил как знаменитые, отличавшиеся разнообразием технических и художественных приемов и методов иллюминации и фейерверки. Состоявшиеся в 1730 году коронация Анны Иоанновны, 1742 году коронация Елизаветы Петровны, 1745 году бракосочетание Екатерины и Петра, 1754 году, Дни маскарада, устроенного на мойке графом Шуваловым. Принято считать, что фейерверки были введены Петром I. В действительности это не так. На Руси уже в XV веке производили порох для пиротехнических нужд. В XVII столетии пиротехника стала уже привычным элементом декоративно-оформительского искусства. Петр же повелел устраивать пиротехнические празднества для преславных побед, делать оные фейерверки, то есть огненные забавы, в которых изображаются всякие исторические фигуры, приличные тех торжеств действа представляющие. Празднование многих триумфов переносили на Новый год, тем самым показывая пример следования, введенной Петром, новой традиции летоисчисления. Во избежание пожаров фейерверки устраивали чаще всего летом на воде, зимой на льду, на площадях, подальше от жилых строений. В Москве местом фейерверочных действий долгое время был Царицын луг, нынешняя Болотная площадь. Пиротехнические представления становились настоящими огненными спектаклями, со своей, строго продуманной сценарной драматургией, с картинами, актами, музыкой, декорациями и антрактами. На гравюрах XVIII столетия сохранилось немало изображений таких огненных забав. Ниже приведу несколько примеров с подробными описаниями из книги Дмитрия Ровинского «Описание фейерверков и иллюминаций» 1674-1891 годов, 1704 год, 1 января. Фейерверк, сожженный в Москве по случаю удачных походов против шведов и взятия Натибурга в 1703 году. В 8 картинках, гравированных в манере Шханебека. Внизу картинок описание находящихся на них изображений и эмблем. Первое показание великого и хитрого огненного дела за паление по изволению его, царского величества. Января в один день, 1704 год, 21. Орел государственный на счету, и же в начале, зажжен был вышиною 30 аршин. И более получаса, разными огни горел, и имел в крыльях своих. И водные когти принзаки моря, царские и королевские, короны украшают главу его и шею, Нептунус весь в огни, приходит, и 4 море великому орлу в когти дает. -13. 2 посторонние щиты после орла горели, разными и удивительными огни, и ракеты сия вся, действом своим непременно, величиною славно кончались. 9. 3 велики фонари, которые после сожжения тех щитов вместо их подвижены были. 10. Зачало вдвое почти фонарям или картинам. Фейерверк по взятии шанс дернет, или концов, учиненный в Москве, в 1704 году. Генва, в одном, 1721 год, 9 декабря. Гравер, Джон Смит. Проект, Симон Скинва. Фейерверк, сожженный резидентом Брантом в Амстердаме, по случаю заключения мира со шведами 30 августа 1721 года. На листе средний транспарант изображен в одних контурах, с изменениями, кругом фейерверк в полном разгаре. Внизу стихи латинские и подпись «С». Скинваут инвента, Смит долиновит аде вивом эт фисит. Вверху надпись «Теорджи доктениссе ван де овых ирлик врит дор зеттен кайсерлика маестейт ван разланд, etc. En den Kaningen de Крун ван Свиден. Den 30 enogasti s. Vi, Джеслутен, en naar dijn вокджератифусерт, хив den et, хие, Кристофел ван Брентс. Рикс Эйдлман,
Хофрейт, en Resident van Zin, Keiserliche Majestate van Rusland, Residerende tot Amsterdam, die IT Vrucht voor Leiden Aprechten, en Down Einstiken den 9 December, S. Н. А 1721. Храм Януса. Фейерверк в праздновании Нештатского мира во время Шведского мира в 1721 году на Петербургском острове против Сената сделан был Янусов дом великим фигурным театром. И убран весь фонарями разноцветными, в воротах план фитильный, нарисован Янусов, древний мирорешительный. Против того дому поставлены две особы, первая в знак императора Петра Великого, другая в знак короля шведского. И около дому по плану фитильному, и возле их пирамиды, и колеса, и всякие огненные фигуры, да от того ж дому протянута веревка к Сенатской галерее, и на ней укреплен орел. У всего того приуготовления был сам государь, и при нем бомбардирские шканы, Сварненов, Писарев и Кармзин. И по собрании всего генералитета в Сенат, и от них его величеству принесено за его усердное неустрашимое старание к российскому отечеству титул императорской со изречением отца отечества, государя всемилостивейшего. И в ночи в 12 часу сам государь зажег орел, который полетел прямо в Янусов дом и зажег план статуей, и как стал сгорать, то те особы пошли с простертыми руками и затворили ворота Янусовы. Из того храма вдруг вылетело больше 1000 ракет, и потом с города, из поставленных по Неве реке галер, из пушек учинилась стрельба, подобная грому и молнии, и продолжалась час. Потом зажгли два плана. На одном корабль, идущий в гавань, с надписью «Конец дела венчает», на другом корона российская и шведская, соединенные на столе, с надписью «Соединение дружбы». По сгорении планов началась огненная потеха удивительным порядком с пирамидами, в подобие бриллиантов, а наверху пирамиды корона российская, а на другой корона шведская, и продолжалась потеха часа 4, и потом был ужин, и тем кончилась церемония в 1722 году. По пришествии Его Величества в Москву на Красном лугу против Суконного двора, о том же мире была великая огненная потеха, только разности. Статуи были не из фитилей, но бумажные, а в них вставленные фонари горели, русские анекдоты, с. Глинка. М. 1826. Ай. 37-39. 1724 год, 7 мая. Гравер. И. Ф. Зубов. Изображение фейерверка 7 мая 1724 года. В Москве в день коронации Екатерины I. 1730 год. Учиненная во дворце Ее Императорского Величества иллюминация. В описании коронации Анны Иоанновны 28 апреля 1730 года, 2 мая по захождении солнца в оном огороде аллеи, лестницы, фонтаны и беседки украшены были огнями более 20 000 лампад, и потом изволило Ее Величество Паки прийти в палаты, и танцевали. Большая гравюра в лист, гравирована резцом. Под гравюрой подпись «Изображение фейерверка», который был для коронации Ее Величества Императрицы в Москве, в 7-й день. В 1724 году фигура изображена лампадками или фонариками разных цветов, которая светила через всю ночь. В пирамиды огнем белым, лавры огнем зеленым, пьедесталы синим. При ординарных ракетах, а 12-фунтовых, до 100 фунтов было 190 ракет, по масштабу железных ядер. Делюст кугали были метаны, из мортиров, которые диаметром, а 1 и до 2 фунтов аглинских. Нептун огнем белым, одежда синим, лошади, белым, фигура свечного белого, огня. 1730 год, 30 апреля. Гравер. Элигер, Отмар. Изображение фейерверка горящего в день коронования Ее Императорского Величества Самодержицы Всероссийские Анны Иоанновны. Большая гравюра резцом. В середине ее щит-вензел «Эй-яй», над которым 2 руки держат корону. Над ними надпись «Богом данная», а внизу «Радость всероссийская». По сторонам еще 2 щита с аллегорическими фигурами и надписями «Токмо Всевышнему» и «Цветов». 6. Пирамида фонарная. На ней солнце под короною, внизу цветы,
солнечники склоняются к солнцу. Надпись «Все к тебе», знаменуя всех сердец склонность к ее величеству. 7. Такая же пирамида изображен из короны дождь, падающий на цветник, насажденный. Надпись «Да возрастут». Изъявляя да милостью посланную от Вышнего, Россия возрастет. 8. Пирамида такая же, со изображением военных орудий, под сиянием божества. Надпись «Сила к заступлению». 9. Пирамида такая же, со изображением орудий математических, под сиянием божества. Надпись «Сила к управлению». 10. Перед щитами среди фиатра фонтаны, огнями разных цветов. Около того фиатра украшено статуями позлощенными и многими огненными горениями, якоры китеми вермере, шлаками колесы и прочими. 1735 год, 1 января. Гравюра резцом с подписью внизу. Изображение, фейерверка и иллюминации на День Нового 1735 году. План von dem Feuerwerk und der Illumination auf das Jahr 1735. Выш 13,10, шир 12,11. На этом листе в середине помещено изображение Анны Иоанновны в виде Минервы, сидящей на престоле и держащей в правой руке статуэтку Победы, а в левой копье. Приложен при кратком изъяснении изображение оного фейерверка и иллюминации, которые в честь Йоа императорского величества самодержицы всероссийские в первый вечер 1735 года пред императорскими палатами в Санкт-Петербурге зажжены были тоже по-немецки. В описании сказано, что учиненная на театре фейерверков иллюминация представляет триумфальные ворота. Положенная над 3 порталами надпись показывает, что они посвящены в честь победоносному великодушию императрицы Анны. Сделанный на реке фейерверк состоит из 5 планов. На среднем и большем из них показывается победоносное великодушие ее императорского величества в сидящем образе. В правой руке держит оно образ победы, сделанный таким подобием, как он в древних историях описывается, а в левой военный жезл лавровыми, муральными и корабельными коронами, украшенный с утвержденным вверху двоеглавным орлом. На груди оного висит на цепи медаль с российским государственным гербом, во изъявление его всегдашнего старания о государственном благополучии. Над балдахином, под которым оно сидит, читаются следующие слова: «Новые годы, новые триумфы». На 4 прочих по сторонам учиненных планах видны пальмовые дерева с висящим на них оружием, у которых внизу изображены лежащие пленники и так далее.